Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. Наверняка многие из нас слышали о штрафных батальонах, которые существовали в период Великой Отечественной войны. Об этом снято множество художественных и документальных фильмов, да и на просторах интернета информации хоть отбавляй. Но много ли мы знаем о штрафниках вермахта? Да и были ли они вообще? Давайте разбираться. История штрафных подразделений ведется еще от Римской империи. Где есть армия, где идет война, там практически всегда существуют штрафники. И Третий рейх не стал исключением. В вермахте тоже были штрафники. Знаменитый приказ Верховного Главнокомандующего номер 227, более известный как «Ни шагу назад», был зачитан войскам 28 июля 1942 года. Он не только запрещал отход войск без приказа, но и вводил новые для Красной армии подразделения – штрафные роты и батальоны. Вопреки распространенному мнению, это не было страшным изобретением Сталина. Значительно раньше подобные подразделения появились в вермахте, и порядки в советских штрафбатах по сравнению с немецкими штрафбатами были достаточно гуманными, если, конечно, это слово здесь вообще уместно. Первые особые подразделения появились в Германии задолго до войны, в 1936 году. Поначалу основу их составляли провинившиеся солдаты, пьяницы, дезертиры и всякие там драчуны. Политиков тут не было. Их прямиком отправляли в концлагеря. Затем сюда стали присылать из тюрем уголовников, совершивших нетяжкие преступления и не окончательно потерянных для общества, хулиганов, воров, растратчиков. В отличие от обычных солдат, особисты получали урезанное жалование. Им могли дать увольнительную лишь за исключительно примерное поведение. А нарушителей дисциплины ждал концлагерь. На момент начала Второй мировой войны в вермахте насчитывалось 8 особых подразделений. В основном они занимались строительными и саперными работами для армии и флота. В бой их не бросали, да и нужды в этом не было. Польская кампания далась вермахту чрезвычайно легко. Разгром противника занял у немцев чуть больше месяца. После этого особые подразделения были расформированы, так как командование решило, что в вермахте больше не будет трусов и подлецов. Бывших особистов отправили в обычные подразделения, простив им предыдущие грехи. Провинившихся вояк теперь припровождали в некое подобие современных дисциплинарных батальонов. Они содержались за колючей проволокой, занимались строительными и саперными работами, но формально считались военнослужащими и носили форму, правда без погон и нашивок. Непосредственно в боевых действиях они участия не принимали, хотя и трудились рядом с передовой. Но впереди было 22 июня 1941 года. Вскоре после нападения на Советский Союз вермахт понес тяжелейшие потери. Откуда-то сразу появились трусы и подлецы. Особенно после контрнаступления советских войск под Москвой. Тогда части вермахта отступали в панике, бросая сотни машин, танков и пушек, в общем, всего, чего так не хватало Красной армии. Гитлер, узнав об этом, пришел в ярость. Приказом от 16 декабря 1941 года он запретил отступать без распоряжения командования. Дезертиров, солдат и офицеров расстреливали на месте. Когда же паническое отступление прекратилось, на Восточном фронте были сформированы 100 штрафных рот, в которые попали провинившиеся военнослужащие, избежавшие расстрела. Надо сказать, что во время отступления немцев из-под Москвы военнопленные суды вынесли около 30 тысяч смертных приговоров. А численность штрафников на Восточном фронте была четко регламентирована – 16 тысяч человек. Следовательно, чуть больше половины приговоренных к смертной казни после поражения под Москвой избежали расстрела. Впрочем, шансов выжить у них все равно было немного. Дело в том, что немецкие штрафники, в отличие от советских, получали срок от полугода до 5 лет, и отбыть его полагалось полностью. Советский штрафник мог смыть вину кровью, то есть после ранения переводился в обычное подразделение. У немца такой возможности практически не было. Ни ранение, ни личное мужество не могли изменить его положение. Лишь в качестве редчайшего исключения командир ходатайствовал о переводе героя в обычную часть. Но за годы войны можно насчитать лишь несколько десятков подобных случаев.
Поэтому, если брать в процентном соотношении, немецкие штрафники погибали с куда более высокой долей вероятности, чем советские. Кстати, немецкие штрафбаты четко различались по кастам: солдатские, унтер-офицерские и офицерские. В советских такого разделения не было. Подразделения штрафников бросали на самые тяжелые участки фронта, и они несли невероятные по меркам вермахта потери. Например, 22 марта 1942 года в бою у Каменского леса 550-й штрафбат за один день потерял 700 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 16 августа за один день боев под Мясным Бором 540-й батальон потерял только убитыми более 300 солдат. Годом позже, в боях за Синявинские высоты, в этом же штрафбате за 2 дня погибли более 700 солдат. Несмотря на то, что героизм никак не мог повлиять на их судьбу, немецкие штрафники воевали очень прилично. Особенно отличились они в боях за Сталинград. Когда у окруженных немцев закончились снаряды для противотанковых орудий, именно штрафники разработали тактику уничтожения советских танков на городских улицах. Одна группа по развалинам незаметно подбиралась к бронированной машине, подбрасывая под гусеницы мину. Вторая группа добивала танк и его экипаж гранатами. Впрочем, как известно, немцам это не помогло, и группировка Паулюса была разгромлена. Активно использовали штрафников и в боях на Малой Земле под Новороссийском. Только в одной из атак советские солдаты за несколько минут уничтожили пулеметным огнем в упор более 300 гитлеровцев. Это были именно штрафники. После разгрома на Курской дуге отношение к штрафникам со стороны командования стало еще хуже. Так, например, когда советские войска форсировали Днепр в 1943 году, в окопах и уничтоженных дотах были обнаружены многочисленные трупы гитлеровцев, прикованных ручными кандалами к пулеметам. Штрафники не могли отступать вместе с остальными и были вынуждены отстреливаться до последнего патрона. У них не было даже шанса выйти с поднятыми руками. Практически все они погибли. Ближе к концу 1944 года штрафные батальоны стали упразднять, а их личный состав переводить в обычные подразделения. Нередко штрафников, имеющих опыт боевых действий, использовали в качестве инструкторов для обучения ополченцев, поскольку кадровых солдат и офицеров вермахту катастрофически не хватало. Самым известным штрафным подразделением вермахта стала дивизия СС «Дерливангер». Ее командир, психопат и извращенец Оскар Дерливангер, был протеже самого Гиммлера. Изначально дивизия формировалась из преступников-браконьеров, однако в дальнейшем ее ряды пополнили как военнослужащие, так и гражданские, осужденные за самые гнусные преступления – убийства и изнасилования. Дерливангер в первые годы войны занималась исключительно карательными операциями. Сначала в Польше, затем в Белоруссии и Псковской области. Страшные преступления штрафников против мирного населения вызывали оторопь даже у нацистов. Командиры дивизии неоднократно вызывали в Берлин на ковер, но каждый раз, благодаря протекции Гиммлера, все сходило ему с рук. Тем более штрафники-каратели, используя тактику выжженной земли, уничтожая целые деревни, убивая тысячи мирных жителей, достаточно успешно боролись с белорусскими партизанами. За ряд удачных операций против них Оскар Дерливангер получил множество наград. 6 августа 1944 года штрафники приняли участие в подавлении Варшавского восстания. О боевых качествах дивизии говорит тот факт, что потери в ее рядах были огромными. Состав ее за 2 месяца сменился несколько раз. Ряды Дерливангера пополняли все новые штрафники взамен убитых. В ходе подавления восстания каратели уничтожили несколько десятков тысяч мирных граждан. В декабре того же года дивизия штрафников-уголовников была направлена на фронт. В боях с кадровыми частями Красной Армии она показала свою полную несостоятельность. Неся огромные потери, штрафники-каратели без приказа оставляли позиции. В дивизии началось массовое дезертирство. В конце апреля 1945 года дивизия Дерливангер была окружена. Личный состав без сопротивления сдался в плен. Практически все они были расстреляны. Командира же дивизии постигло справедливое возмездие. Его посадили в тюрьму, охраняли которую поляки.
Для них тема кровавого подавления Варшавского восстания была, конечно, крайне болезненной. После месяца жестоких избиений Оскар Дерливангер скончался. Так была поставлена точка в истории штрафных батальонов вермахта. Но они навсегда оставили свой ужасный след на страницах истории Второй мировой войны. На этом у меня все. Если вам понравился материал, ставьте лайк и не забывайте подписаться на наш канал. И как всегда, спасибо за просмотр.